Всем привет! Сегодня у меня начинается новая рукодельная неделя, и начать я ее решила со своей старенькой работы от фирмы Lanarte. Я очень люблю этот сюжет, и у меня он оформлен, один из немногих, скажем так, одна из немногих моих работ. И у меня вот взгляд вчера буквально упал на нее, и я такая думаю, надо показать. Как раз, в общем-то, летняя, как раз такая вот по сезону, самое то. И я действительно очень люблю эту работу, несмотря на то, что может быть, это не самый распространенный сюжет, и вообще, мне кажется, я не видела его в отшиве ни разу, кроме своего, разумеется, но я когда увидела этот сюжет, он сразу мне понравился. Я никогда не вышивала сюжеты от фирмы Lanarte ни до, ни после, у меня есть еще сейчас, не так давно появился один дизайн от этой фирмы в запасах, но в целом не могу сказать, что это прям мой производитель. Да, у них есть очень интересные сюжеты, но вот как-то что-то не складывается. Вот не настолько, видимо, мне нравится или что-то меня смущает в этих дизайнах, что я не соблазняюсь на то, чтобы их приобрести и начать вышивать. Но вот с этим дизайном любовь случилась сразу, и вот практически, по-моему, сразу я его и начала. Как-то там быстро после покупки. Вышивка выполняется на равномерке. Насколько я помню, она была в наборе. Я не уверена, если честно, но, по-моему, это так. И здесь вся вышивка выполняется в одну ниточку. Это был тоже для меня очень такой любопытный опыт, потому что до этой работы я не очень любила вышивать крестиком в одну нитку. За время, пока я жила с этой работой, пока шел процесс, я прониклась к вышивке в одну ниточку, и сейчас всегда с удовольствием вышиваю в одну нитку. Мне кажется, все прекрасно, отлично получается, крестики идеальные, не надо ничего укладывать, они сами, в общем-то, прекраснейшим образом укладываются. И единственное, что до оформления эта работа смотрелась немножечко незавершенный. Я, конечно, понимаю, что большинству работ на самом деле оформление идет на пользу, то есть как раз вот эта завершенность и появляется, собственно. К сожалению, не все мои работы, далеко не все мои работы приходят вот к такому именно финишному этапу, но вот эта работа, она без оформления смотрелась совсем не так, как вот вы можете видеть сейчас. С оформлением она заиграла, она стала более интересной. Здесь еще роль играет, конечно же, то, что вот именно вышивка идет в одну нитку на льне, то есть он такой полупрозрачный, и без белой подложки работа выглядела достаточно бледненько. После того, как она оформилась с белой подложечкой, то это тоже придало ей яркости. Ну и мне очень нравится оформление, которое получилось сделать. Оно сдержанное, такое приятное, именно подчеркивающее этот дизайн, абсолютно не перетягивающее на себя внимание. И цветовая гамма, цветовая палитра этого багета, паспорту, все как сочетается, мне очень-очень даже нравится. Получилось, на мой взгляд, очень здорово. Конечно, не очень удобно показывать вам эту работу, она достаточно объемная. Само окошко, которое внутри, вышивки, то есть не по крестикам, а именно окошко 24 на 36, по-моему, сантиметров я мерила. И, соответственно, сама работа, она получается 53 что-то сантиметра на 40 примерно, где-то вот так. То есть довольно-таки объемная получилась работа, но мне она очень нравится, она имеет для меня определенный смысл, и вышивала я ее, в общем-то, с удовольствием, хотя вышивала я тогда еще, по-моему, по бумаге. Или как-то начинала по бумаге и перешла в процессе на электронную схему. Может быть, у меня был перенабор. Что-то я уже забыла, эти детали. Но недавно, когда я начинала дизайн от фирмы Новослобода, и там от центра спускалась вниз, переживала по поводу того, как у меня все это получится, и говорила, что у меня была такая ошибка, когда я спустилась вниз, начала вышивать снизу, и у меня не сходится. И это была именно эта работа. Но здесь получилось как? Я начала где-то из центра, и здесь по лестнице,
место, где соединяется, скажем так, лестница и цветы, есть такой один темненький цвет. И я вот им вот так вот вышила вниз, и уже потом отсюда пошла вышивать вверх. И поняла, что где-то там мне что-то не стыкуется. Но я просто распорола вот эту серую полоску и перешила ее заново. Благо там было не так много вышито, во-первых. Во-вторых, здесь белая основа, и если там что-то куда-то чуть-чуть сместилось, это не страшно. А вот в том сюжете, который я начала вышивать недавно, там, конечно, все это более критично. Поэтому надеюсь, что там все хорошо. Но здесь тоже, в общем-то, все было хорошо в итоге. И я с огромным удовольствием любуюсь этой работой ежедневно. Она у меня в постоянной, можно сказать, экспозиции располагается на стене. Вот. Такую работу мне захотелось вам показать. Расскажите, пожалуйста, видели ли вы еще где-то отшивы этой работы? Вообще, как вам этот сюжет? Нравится, не нравится? Понятен, непонятен? Любой ответ нормальный. И теперь давайте будем переходить к текущим работам. Давайте посмотрим, что же выбрал для участников игры «Вышить все» и для меня, конечно же, тоже кубик на этой неделе. И сегодня у нас 28-й бросок кубика. Уже 28-й, уже середина лета. Ну ладно, не будем о грустном. Сегодня у нас кубик беленький. И поехали! Итак, на следующей неделе мы вышиваем работу под цифрой 1. Так, единички не было довольно-таки давно. Не было, поэтому я надеюсь, что вы соскучились по этой работе. У меня по цифре 1 живет Баба-Яга от Панны, и вроде бы она тоже давненько не вышивалась, я с радостью ее попродвигаю. И выпала единичка, по цифре 1 у меня живет Баба-Яга от Панны, давненько она вроде бы не вышивалась, и я с удовольствием повышиваю эту работу. Я так говорю медленно, потому что я задумалась, давно она у меня не вышивалась или все-таки относительно недавно она у меня была в работе. Ну, как-то не помню, в общем. Ладно, это не так важно. Важно то, что она выпала, и я буду ее продвигать. Вот такая у нас бабушка. И вот такая у меня уже достаточно большая часть работы готова. Готова у меня здесь почти что 69%. То есть в этот раз, после того, как я повышиваю, работа перевалит за 70%. Это уже так прям вообще значительно. И заниматься я буду тем, что буду оформлять избушку. Избушку надо доделать, мне кажется, как-то ее дооформить. Ну, как минимум, я вышью в ней все крестики и начну вышивать то, что рядом располагается, чтобы можно было сделать на ней бэкстич. Доберусь ли я до бэкстича в этот раз, не факт, но 1000 крестиков в этой работе я сделаю обязательно. И после того, как я закончу, значит, с этой 1000 крестиков, я возьму в работу сюжет, который находится у меня в летней рулетке. И мне посоветовали, ну или предложили, скажем так, сделать рулетку вот в таком виде. Скрытая, тайная, ну, в общем, что-то там такое, как-то так называется. И я спрятала действительно все сюжеты, которые у меня здесь расположены. Вообще у меня здесь 3 сюжета. Это «Весна в Париже» от РТО, это «Венок всех сезонов» от Dimensions и «Баба-Яга» от Панны. Поэтому я немножечко переживаю, что выпадет Баба-Яга. Если выпадет Баба-Яга, буду много-много вышивать Бабу-Ягу до победного. Ну, то есть сколько вот смогу времени уделить в эти дни, столько и буду ее вышивать. То есть перекручивать ничего не буду. Ну и что, поехали. А вы потом поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим мнением, как лучше, когда видно сектора подписанные или когда их не видно. Потому что я пока еще не знаю. Мне интересно наблюдать, когда вот я вижу сектора и волноваться в этот момент. А так даже как-то волноваться не особенно получается, потому что все скрыто. Итак, оба! Венок всех сезонов. Что ж, прекрасный выбор рулетки, я считаю. Венок у нас продвигается. На прошлой неделе тоже благодаря рулетке, кстати, продвигался. И на этой будет двигаться дальше. Ну, бабуся, извини, тебе только 1000 крестиков, значит, достанется.
Итак, венок всех сезонов. Я думаю, что за венок многие рады. У меня есть активные болельщики за этот процесс, которые переживают, чтобы я успела завершить его в этом году, как у меня и запланировано, собственно. Поэтому я думаю, что они точно будут рады продвижению веночка. И я, конечно же, буду заниматься тем же, чем занималась в прошлый раз, а именно вышивать вот это соцветие, вот это вот цветочек. Готово у меня здесь уже 55%. И на прошлой неделе я начала вышивать вот это соцветие, собственно, его и планирую продолжать. Если вышью в нем все полностью, то чуть-чуть добавлю зелени и начну вышивать стрекоз, которые как раз расположены с той стороны и с этой стороны. Бэкстичем пока заниматься не буду. Вышивать мне в этой работе предстоит еще довольно много, примерно так же, как в Бабе-Яге. В Бабе-Яге 15,5 тысяч крестиков, и здесь что-то подобное, может быть, чуть-чуть меньше. Так что постараюсь продвинуть эту работу максимально, насколько у меня получится. Хотелось бы, как обычно, вот в последнее время, когда я выбираю вот этот сюжет из рулетки летней, мне всегда хочется вышить 1500, но получается по-разному. Поэтому посмотрим, как получится. Буду мечтать о 1500. И еще один сюжет, который у меня постоянно медленно, но регулярно вышивается, это, конечно же, вот этот дизайн, бисерный процесс от Радуги Бисера. Тоже приятно, в общем-то, идет, продвигается. Надеюсь, тоже будут по нему какие-то продвижения на этой неделе. Обязательно буду держать вас в курсе. Вот, это все мои планы на первую половину недели. Скоро с вами увидимся и поговорим о том, что будет дальше. Посмотрим на то, что у меня получилось. Итак, смотрим. Бабушка Яга и мое продвижение по ней. Давайте посмотрим, как она у меня выглядела. Здесь продвижение будет очень хорошо заметно в этот раз, мне кажется. Хотя вышила я стандартную 1014 крестиков, теперь работа выглядит вот так. Ну и здесь, конечно же, оформилась избушка. Она уже полностью вышита, все крестики в ней готовы. И я начала вышивать пространство вокруг избушки. Это вот здесь такой кусочек хороший вышила. С этой стороны дерево вышивала. Вот здесь такой кусок недостающей крыши. Это тоже сюда будет дерево наплывать на эту избушку. Поэтому здесь все закроется. Ну и получается, что когда я зашивала избушку, там были какие-то оттенки, которые вышивались не в очень большом объеме. А вот когда я перешла к вышивке фона, то есть деревьев, и вот здесь именно фон идет в одну нитку, вышивается он несколькими цветами, то все очень легко, все очень просто. Мне кажется, я дошла до самого простого участка в этой работе. На самом деле вот этот угол с избушкой как раз, то есть вот здесь, вот видите, вот это дерево, оно просто огромное, вышивается одним цветом. Ну и, в общем-то, здесь тоже не особо какой-то разбег по цветам. Есть, конечно, разные оттенки, но их не так сильно много. И, наверное, из того, что осталось, может быть, можно сказать, что самое сложное – это рамочка. Хотя она тоже вышивается нетрудно, я уже большую часть тоже ее вышила, и тоже с ней никаких сложностей нет. Поэтому мне кажется, что финиш очень-очень близко, очень-очень рядом. Конечно же, мы преодолели с бабушкой отметку в 70% и готово теперь 71% от этой работы, от всего объема. Думаю, что еще немножко я повышиваю, может быть, вот здесь как раз чуть-чуть еще повышиваю фон в следующий раз, чтобы сделать бэкстич на избушке. И, может быть, с этой стороны тоже чуть-чуть подтяну, ну вот так вот, да, чтобы как раз до головы Бабы-Яги, наверное. И потом буду вышивать рамку, потому что мне хочется
самое-самое простое оставить напоследок. Не знаю, посмотрим, получится так или нет, будет ли мне это удобно просто. Но я думала о том, чтобы вот вышить рамочку, а потом уже внутри рамочки там дошивать остальное. Но не в следующий раз, а вот, наверное, где-то через раз, может, через два. Примерно вот так. Вышивается все прекраснейшим образом. Я от этого процесса получаю по-прежнему огромное удовольствие. Вот 70% готово. И счастье каждый раз, когда я вышиваю эту работу. Все просто чудно и прекрасно. Ну, напоминаю, правда, что я заменила здесь основу. То есть в наборе здесь была мурана. Я вышиваю на линде. Каунт у меня, соответственно, более крупный, и я довольна этим фактом. Возможно, на мурана у меня бы вышивалось чуть с меньшим энтузиазмом. Тоже, наверное, неплохо, но все-таки вот линда как основа мне нравится значительно больше, и поэтому удовольствие я тоже получаю больше от взаимодействия именно с ней. Ну что ж, вот такое здесь продвижение. Бабушка уже, в общем-то, с избушкой, хоть избушка еще пока не совсем до конца завершена, отделочные работы еще не все произведены, но все же уже можно сказать, что она готова. Вот, значит, с этим процессом такие продвижения, очень я ими довольна. Теперь переходим к веночку от фирмы Dimensions, и здесь, если вы помните, я мечтала о 1500 крестиков. Давайте тоже посмотрим, как работа выглядела. 1500 я не сделала, но сделала 1346 крестиков, что тоже очень хорошо, я считаю. И работа, конечно, заметно тоже здесь преобразилась. Теперь выглядит она вот таким замечательным образом. И я вышила... Так, давайте покажу вам на обложке, но вот здесь на превью. Я вышила, получается, весь вот этот цветок. Да, весь вот этот цветок вышила. Единственное, у меня вот здесь вот голубой цветочек, вот этот вот маленький, он не дошит, ну он только начат даже, я бы сказала, потому что в нем те же самые цвета используются, которые и в стрекозах, и поэтому я вышиваю параллельно этот цветочек и стрекоз. Давайте поближе этот кусочек здесь покажу. Вот соцветие уже готово. Вот здесь этот цветочек маленький, голубенький будет располагаться, который еще не вышит. Здесь я к нему только приступила. Вышито несколько голубых крестиков в середине и по краям. И вот это крылышко стрекозы, крылышки. И вот здесь тоже крылышко стрекозы уже другой начинается. И я вот их буду вышивать параллельно. То есть мне нужно еще будет вот этим светло-светло-голубым цветом вышить здесь крылышки, потом еще один цвет будет в этих же крыльях, потом я буду вышивать тельца у стрекоз и, соответственно, в цветочке там тоже, по-моему, более темные цвета. И уже потом буду переходить к тем крыльям, которые дальше расположены, потому что, ну, все-таки на довольно мелком каунте неохота отсчитывать мне, где там дальше эти крылья располагаются, чтобы не ошибиться, поэтому я так вот поэтапно решила ими заниматься. Очень легко вышивалось это соцветие. Здесь многие оттенки вышиваются в большом объеме. Есть, конечно, какие-то разбросанные крестики. Ну, вот, например, белые. Ну, видно, что серединки, да, у цветочков беленькие, и они такие вот разбросанные. Но все-таки есть и там, где можно прямо разогнаться было. Поэтому результат тоже, мне кажется, весьма такой неплохой, весьма заметный, и меня радует, как продвигается эта работа. В следующий раз вот уже вплотную позанимаюсь стрекозами, думаю, что именно с них начну я в следующий раз свое продвижение по этому процессу. Ну а там дальше уже будем двигаться в эту сторону. Там уже буквы здесь тоже можно какие-то вышить. У меня стали завершаться какие-то оттеночки, то есть тут, например, белым цветом вот эти серединки я вышила, и оказывается белого цвета больше в работе нету, чисто белого. Может быть, в блендах есть, хотя здесь в этом сюжете всего 3 бленда, и, по-моему, там с белым ничего нету, насколько я помню. Потом закончился еще какой-то у меня цвет, полностью вышелся. Не помню, ну, в общем, некоторые оттенки уже как бы подходят к своему завершению. И тоже в связи с этим чувствую, что работа начинает приближаться потихонечку к финишу. 59% уже готово в этой работе. И давайте покажу немножечко
бисерную работу. Здесь я тоже продвинулась. Наверное, где-то 3 рядочка я добавила в этом сюжете. И вот такая красота получается. Ну, здесь сильно рассказывать нового нечего. Нравится по-прежнему мне. Эта сторона нравится. Я так понимаю, она будет у меня любимой все-таки в этой работе. Хотя еще до основного элемента я не добралась. И уже как раз, можно сказать, добралась, но еще не начала вышивать. Посмотрим, как он будет выглядеть. Но вот эта верхняя часть мне очень даже нравится. Она для меня очень симпатично выглядит. Теперь мы переходим к тому, что я буду делать дальше. Дальше, в первую очередь, я буду вышивать процесс, который выбрали девочки на Бусти, но там какая ситуация? Так как у меня процессов стало много, и они не все помещаются у меня в голосовалку, там только 10 можно работ разместить, а у меня их 11 было на прошлой неделе. И, соответственно, я объединила 2 работы, а именно сюжеты от «Совиного леса» я объединила в одну позицию. И вот именно за эту строчку проголосовало большинство. То есть у меня там эта строчка звучит как «Совиный лес», «Имбирные снеговики» или «Птицы». Соответственно, нужно выбрать, кого же будем вышивать, снеговиков или птичек. И думала я рулетку сделать, но что-то, в общем, лень мне делать рулетку на вот эти 2 работы, поэтому я решила бросить кубик. Кубик. Возьму синенький кубик, вот такой, и сделаем все просто. Давайте так, 1, 2, 3 это птицы, 4, 5, 6 это снеговики. И поехали. Итак, это будет у нас цифра 2, это птицы. Я очень рада, потому что птички, они уже прям близки-близки к финишной прямой, классно продвигаются, классно вышиваются, и в целом, если честно, они мне нравятся больше, чем снеговики, поэтому очень даже счастлива, что выбор пал именно на них. Птички у меня выглядят вот таким чудесным уже совершенно образом. 77% здесь готово. Осталось вышивать 2700 крестиков. И если кто-то переживает за имбирных снеговиков, не переживайте, тоже вышью, дошью, все с ними будет хорошо. Но пока сосредоточусь на птицах. И так как осталось 2700 крестиков, я хочу вышить половину из вот этого оставшегося. А значит 1350 крестиков мне хочется сделать в этой работе, к этому я и буду стремиться. Птичка уже полностью у меня вышита. Вышиваю я таким образом, беру какой-то цвет и вышиваю все доступное этим цветом. Поэтому не могу сейчас вам сказать, что именно я буду вышивать. Ну вот какие элементы будут мне доступны, то и буду вышивать. И главное мне набрать 1350 крестиков. Дальше я возьму процесс, который мы сейчас с вами выберем из комментариев на YouTube. За что вы голосовали? Кстати, огромное спасибо вам. Очень многие мне написали про то, что венок у меня застрял в большой категории, в категории «Думай о великом». Действительно, я забыла поменять цвет цифр на коллаже, причем уже 2 видео он фигурировал не с тем цветом на цифрах, не в той категории, как бы был обозначен. И интересно, что на прошлой неделе все как-то деликатно промолчали, я так понимаю, что некоторые заметили, но ничего не написали. А на этой неделе уже возмутились, ну что ж такое-то. Вот, я честно забыла, такое у меня случается, и обязательно исправлю, переведу веночек уже в среднюю категорию, а то он так активно вышивается, там уже еще немножко, и можно сказать, финишная. Ну, это я, конечно, мечтаю, потому что до финишной категории там далеко, но все же, да, давно уже пора его перевести вот в среднюю категорию. Спасибо, что вы обращаете на это внимание. Вот этот момент хотела отметить. И за что вы голосовали больше всего? Мне кажется, очень вам понравился котенок, которого я начала на прошлой неделе. За него было прям много голосов. Помимо него голосовали много за Бабу-Ягу от Панны. За птичек тоже, мне кажется, было достаточно много голосов. И да что же еще? Ну, за остальные работы, наверное, более как-то равномерно распределились голоса. Еще, наверное, за слона от Анкор достаточно много голосовали. Ну что ж, давайте будем переходить к выбору и посмотрим, что меня ждет. Вставляем ссылочку, загружаем
котенка. Вот она, мордочка котенка очаровательная. И поехали. Комментариев в этот раз прям немного. Но, значит, у всех, кто написал, шансов больше. Так, Еленка Ленивая Тигра. Какой очаровательный ник. Котенок, конечно, милаш, но бабка Ёшка круче всех. Голосую за бабулечку Ягулечку от Панны. Елена, спасибо вам огромное за такой теплый комментарий, за то, что отметили и котенка, и бабулечку, и гулечку. Значит, бабушка у нас будет вышиваться на этой неделе еще раз. Вот такая она счастливица. Спасибо большое за ваш комментарий, за ваш выбор. Ну и если вы вдруг забыли, как выглядит Баба Яга, то я вам напомню, конечно же, вот так она выглядит, так вот замечательно она уже у меня выглядит. И я рада очень за бабушку, я рада буду продвинуть эту работу еще на 1000 крестиков. И думаю, что очень быстро она у меня будет продвигаться, потому что, как я уже сказала, здесь фон вышивается очень легко, а я хочу именно продолжить заниматься фоном вот в этой части. Ну и, может быть, вышью так вот такой кусочек фона и, может быть, начну делать уже бэкстич на избушке. Посмотрим, если получится до него добраться. Так что бабушка подрастет еще на 1000 крестиков. Очень приятно. Почему-то для меня это крайне неожиданно. И не ожидала, что может выпасть та работа, которую я уже вышивала. Давно не было, наверное, таких ситуаций. И как-то вот это звучит очень по-новому. Ну и, конечно же, старт. Вы помните, да, что я вам обещала еще один старт в июле, и вот его время тоже настало. И это птички. Я подумала о том, что пора как раз заканчивать птичек от совиного леса, потому что им на смену прилетели уже другие птички. Но пока вот не успела еще немножко закончить их. Птицы на ветках ежевики, называется этот дизайн. Это набор от фирмы Ева Розенстенд. Ни разу не вышивала я наборы этой фирмы. И он, собственно, у меня единственный в запасах. Вот как раз на нем попробую, посмотрю и не знаю, будет ли еще когда-то у меня что-то вышиваться от этой фирмы. Давайте открывать. У меня этот набор уже вскрыт. Здесь у нас входит, значит, 100% лен, нитки, хлопок. Так, что у нас тут еще пишут? Лен 26-го каунта, то есть получается 13-й как бы каунт. Крупненький такой. Посмотрим, как это будет. Естественно, я ничего менять не буду, потому что, во-первых, это лен, это уже приятно. Ну а во-вторых, панелька, она получается очень длинная. 14 на 95 сантиметров должна получиться работа. И видите, то есть кусочек ткани, он такой вот узенький, но очень-очень длинный. Прям такой, он больше метра, мне кажется, вероятно, с очень хорошим запасом идет вверху и внизу. Начинать я буду вышивать снизу. Ну, я так привыкла, мне так удобнее. Но придется, видимо, как-то... Ладно, буду в сантиметрах отсчитывать. Клеточки считать я не хочу, но в сантиметрах буду отсчитывать от центра. Надеюсь, что все у меня уместится и все получится. То есть буду начинать вышивать вот с этой веточки. Что у нас тут еще? Еще у нас тут есть нитки. Иголка пермин и ниточки на вот таких вот маленьких каких-то органайзерах. Такие прям, они коротенькие очень. Вот, видите. Здесь, например, от 1 до 9 циферки расположены. Дальше у нас идет от 13 до 22. Очень интересно. Я удивлялась, вот набор, который я тоже недавно начала, да, вышивать, это Новослобода, и там тоже были пропущены в центре числа по порядку, и я как-то не ожидала, что это прям тренд у некоторых фирм. Значит, здесь у нас 23, 24 тоже пропущены, потом начинаются с 25-го. Потом опять пропущены, вот 4 цифры дальше идет. И дальше. Почему так сделано? Непонятно мне, если честно. Но ладно.
Вот нитки очень разнообразных оттенков. Здесь, конечно, много зеленых, коричневых. Так, здесь будем смотреть. Вот такие оттеночки. Дальше здесь вот зеленые, коричневые, желтые. Достаточно много черных в наборе. И вот здесь еще какие-то такие серенькие, желтенькие. Ну, в общем, вообще цветов много. Последняя цифра используемая 54, но по факту их, конечно, меньше. Судя по перенабору, 40 цветов здесь используются. И в общей сложности в крестиках объем получается 15 282 крестика. То есть такой средненький сюжет. Он сразу попадет в категорию «Не сбавляй темп» у меня. И я надеюсь, что будет очень хорошо вышиваться. Вообще здесь все просто. Крест и бэкстич. Все, больше здесь ничего нет. Какие замечательные процессы я выбрала для летних стартов. У Новослободы крест-полукрест бэкстич. У котенка тоже крест-полукрест бэкстич. А здесь даже полукреста нету. Все еще проще. Вот. Так что надеюсь, что все будет замечательно вышиваться. И еще покажу вам схемку. Мне подарили схему вот этого милейшего ежика. Очаровательный. Если вы смотрели мое видео о новинках, вот последнее, которое было, то он у меня там был, этот ежик. И я говорила, что он мне очень понравился. Действительно, он просто очаровательный, и у меня есть по поводу него определенная задумка. Поэтому огромное спасибо Светлане, которая сделала мне такой замечательный подарок. Я обязательно этого ежика буду вышивать. Надеюсь, что у меня все задуманное получится. Вот, это дизайн-схема от Анны Кузнецовой Амели Стич. Вот такой вот чудесный, прелестный ежик. Все показала вам, рассказала. В общем, у меня в планах птица от Совиного леса, Баба-Яга и старт птичек от Евы Розенстенд. Ну и, конечно, куда без него, бисерный процесс тоже, может быть, будет продвигаться. Вот теперь все рассказала, показала. Скоро увидимся и посмотрим на мои результаты. Ну что ж, начнем, или точнее говоря, продолжим. Продолжим мы смотреть на мои работы с Бабой-Яги. И она уже на этой неделе вышивалась, но продвинулась еще на 1000 крестиков. Тем не менее, давайте я вам напомню, как она выглядела у меня в середине недели, да, в предыдущем подходе, после предыдущего подхода. И посмотрим, как она изменилась благодаря тому, что я сделала здесь еще 1018 крестиков. Теперь работа выглядит вот так. И, конечно же, продвижение заметно. Должно быть заметно, потому что здесь добавилось прилично крестиков. Они сконцентрированы в одном месте вокруг избушки. И я немножко еще пошила бэкстич. Основная часть, конечно, досталась крестикам все-таки. Вот много-много зелени добавилось вокруг. Я вышивала дерево. Вот здесь тоже дерево. Немножко меня пока смущает то, что здесь вот эти вот стволы. Это же у нас стволы деревьев. Да, это стволы деревьев, которые вот на дальнем плане находятся. И вот эта ветка дерева, она немножко сливается с ними, но там будет бэкстич. И это поможет отделить ее от стволов. Крестики, в смысле цвет ниток отличается, но очень слабенько так отличается. Довольно-таки они близкие. Ну, в общем, вот этим я занималась. Вышивала здесь и в одну ниточку, и в 2 ниточки крестики. Ну и потом вот перешла к бэку. Отбэкала вот эти грибочки. Здесь только надо будет добавить беленькие французские узелки. И ноги у избушки у меня уже были отбэканы. Я продолжила заниматься вот этой нижней частью и вот сюда немножко продвинулась. Очень хотелось мне окошко тоже обвести, проявить его. Ну вот пока так, пока так. Вот здесь по рукаву у Бабы-Яги тоже сделала линию. Тут одной линии не хватало именно по краю. Вот ее я тоже доделала. Опять же, получила огромное удовольствие от процесса. Вышивать вообще все было легко, очень-очень-очень. Потому что, ну, вы видите, здесь просто невооруженным глазом видно, какие большие пространства зашиваются одним цветом. Да, есть какие-то вот здесь у меня крестики в одну нитку
там они поменьше, потому что здесь не все одним цветом вышивается, но тем не менее все равно это берешь какой-то цвет и вышиваешь им большое-большое количество крестиков. Поэтому, конечно, работа продвигается довольно-таки быстро. Бэкстич, несмотря на его обилие, по-прежнему вышивается замечательно. Так что я уверена, что мы с бабушкой будем и дальше двигаться в хорошем темпе каждый раз, когда она будет попадать мне в руки. Ну, а сейчас уже здесь готово 73%. На этой неделе, конечно, хорошо бабуля подросла. Ну и теперь давайте посмотрим на янтарных птиц от Совиного леса. Здесь у меня продвижение хорошее получилось. Давайте посмотрим, как они у меня выглядели. И если вы помните, я хотела вышить 1350 крестиков. Что же у меня получилось сделать? Вышила я 1397 крестиков, и теперь птички выглядят вот так. Выполнила то, что хотела, даже чуть-чуть перевыполнила, ну совсем немножечко. И уже у меня полностью готов вот этот нижний угол. Шла работа в этот раз довольно хорошо. Вышивала я в основном зеленым и серым цветом, но вот уже в конце, в самом, поняла, что мне зеленые и серые как-то неудобно дальше вышивать. Они еще остались, но можно повышивать яркими оттенками. И вот оранжевый и желтый я взяла в работу, сделала вот эти два бутончика как раз, и тем самым завершила вот этот вот элемент. И вот здесь тоже начала вышивать цветок. Остается совсем немножечко, вообще в процентах это уже 89%, и будет скоро финиш. Буквально один раз нужно взять этих птичек в работу и хорошенечко их повышивать. То есть не сказать, что остались совсем уж крохи, но если один раз уделите ей достаточное количество времени этой работе, то будет финиш. Так что я рада, что работа близится к своему завершению. Вот, уже совсем чуть-чуть остается. Теперь я вам покажу вот эту работу, она тоже у меня продвинулась, и здесь у меня пошли самые длинные рядочки. Я уже один самый длинный ряд вышила, начала второй. Можно сказать, что добралась до середины этого круга. Не совсем, правда, но все же близка к этому. В этот раз у меня вышилось еще несколько рядов, и так как это самые большие ряды, то я считаю очень хороший результат. Пока мне все по-прежнему нравится, не очень понятно, как будет выглядеть ракушка, то есть как вот она будет передана в итоге, потому что я ее начала вышивать, но это только самое-самое начало и не совсем понятно. Вроде бы пока все смотрится гармонично и хорошо, но как сложится все именно вот в элемент ракушка, это мы узнаем, наверное, немножко позже, может быть, когда она совсем будет завершена, ну или, по крайней мере, будет вышита какая-то половина хотя бы, наверное, от нее. В общем, здесь тоже все по-прежнему хорошо продвигается, приятно вышивается, и никаких проблем особо нет. Все мне нравится. Ну и, конечно же, был старт. И начинала я вот эту замечательную работу «Птицы на ветках ежевики» от Евы Розенстенд. И что я вышила? Как вы думаете, сколько крестиков я вышила? Расскажите, угадали вы или нет. А получилось у меня сделать 790 крестиков, и они выглядят вот так. Выглядят они совершенно чудесным образом. Мне нравится то, что получается. И это немного вроде бы отличается от обложки. Хотя не знаю, мне кажется, это опять же работа из тех, которые и фотографируются плохо, и не знаю, как через камеру все это будет передаваться. Давайте поближе покажу. В общем, я не могу сказать, что здесь какие-то очень плавные переходы. Кстати, в этой работе абсолютно нет блендов, ни одного. Все вышивается чистыми цветами, но, как мы с вами выяснили, здесь 40 оттенков, поэтому достаточное количество, наверное, чтобы передать какие-то переходы в таком сюжете.
переходы. Но, опять же, да, не могу сказать, что переходы здесь какие-то очень плавные. Вообще, когда я начала вышивать, получается, я начала вышивать снизу, вот с этой ветки и с этих коричневых, темно-коричневых крестиков. Я вышила сначала их, а потом вышивала вот этот момент. Немножко даже напряглась, что здесь такой большой контраст. Потом посмотрела по превью, что это нормально. Здесь такой срез или слом вот этой вот ветки. И потом вот эта веточка мне очень понравилась. Дальше я перешла вышивать к листочку. И вот вроде бы здесь переходы более резкие. Вообще здесь есть какие-то резкие переходы местами. Но в комплексе вроде бы смотрится все хорошо. Поэтому я, когда вышила вот этот листочек уже побольше, даже еще в процессе вышивания, я поняла, что мне, в общем-то, нравится то, что получается. Хотя, опять же, переходы не сказать, что прям сильно плавные. Очень хотела я добраться до ягодки, до первой, которая будет расположена вот здесь, но не добралась. Вот вышила веточку, которая спускается к ягодке, и вот... Кто это у нас? Плодоножка, наверное. Вот листочки ее вышила. Здесь будет уже сама ежевичка. Это зеленый листочек рядом будет располагаться. И дальше еще один лист вот в такой расцветке. Потом будет много ежевики. И так вот постепенно я буду идти вверх. В общем, по поводу проработки и плавности переходов у меня есть пока некоторые сомнения. Я, конечно, вам говорю, что мне нравится, но говорю, что вроде бы мне нравится. То есть у меня вот как бы вроде и неплохо, но не знаю, нет какой-то уверенности. Ладно, посмотрим на продолжение. Я отступила от середины, я нашла середину вот этой длинной ленты и отступила от нее вниз в соответствии с тем, сколько должна быть работа на 13-м каунте, потому что именно так было написано на обложке этого набора, была наклеечка, и там было написано, что 26-й каунт у этого льна. Но когда я начала вышивать, и в процессе вышивания мне показалось, что, в общем-то, вряд ли это 13-й каунт. Ощущение, что крестики помельче все-таки. Поэтому, когда я уже вышила какую-то часть, я решила проверить, посчитать, сколько крестиков в дюйме у меня получается, и насчитала их 15, что, соответственно, мельче. Поэтому можно было отступить, наверное, чуть-чуть больше снизу. Ну, ладно. В крайнем случае у меня просто больше места останется сверху. Это не так уж критично. Здесь я отступила достаточное количество пространства, чтобы, ну, если что, если я вдруг захочу оформить эту работу. Сама основа – это лен, стопроцентный лен. Я думаю, что это пермин, скорее всего, потому что Дания, и хоть здесь и не указано, какая именно основа, написано, что стопроцентный лен, но названия нет. Ну, я полагаю, что это пермин, и он по жесткости очень похож на пермин, то есть это не мягкий цвайгард, это такое что-то пожестче, очень похожее на пермин, поэтому полагаю, что это он и есть. Не совсем мне удобно показалось вот с такими органайзерами маленькими работать. Я, кстати, нитки вот все-таки перевесила петелькой. Здесь я понимаю, что здесь есть прорези и вроде как не должны нитки выскакивать, но учитывая вот то, что этих органайзеров целых 5 штук, их постоянно приходится перебирать туда-сюда, я побоялась, что я выдерну какие-нибудь нитки из ячейки, чего мне очень бы не хотелось. Поэтому перезакрепила нитки вот таким вот образом. Ну и из-за того, что здесь нумерация идет не от 1 до 40, а вот с такими пропусками тоже не очень удобно, потому что приходится все время как-то искать нужную цифру. Не то чтобы это, конечно, глобальная проблема, нет, безусловно, не так это сложно, но все равно приходится перебирать эти 5 органайзеров и искать нужную циферку. Вот этот момент мне не очень понравился, но сами нитки длинные, и, кстати, я не знаю, что это за нитки. В какой-то момент мне казалось, что, может быть, это DMC. Потом я подумала, что что-то, может, и не DMC, может, Анкор, но тоже уверенности никакой нет. А в наборе не написано именно название ниток. Написано стопроцентный хлопок. Но стопроцентного хлопка у нас много всякого разного бывает, поэтому что именно это за ниточки, я вам не скажу. Ну, может быть, и DMC, как знать. Вот. Такие у меня впечатления от процесса. Идет хорошо, вышивается прекрасно.
удовольствие от процесса я получаю, что радостно. Поэтому думаю, что и дальше будет работа продвигаться хорошо. До птичек, правда, мне далеко. Мне как-то было ощущение, что здесь много птиц на этой работе, в этом сюжете. А их тут всего 2, они находятся около центра. Видите, тут только вот 2 птахи буквально, а все остальное без них. И до первой птички мне еще идти и идти. Ну вот очень хочется повышивать ежевички. Интересно, как они будут получаться. Кстати, вот у этой птички у меня тоже животик вызывает вопросики. Есть некоторые сомнения, как-то тоже здесь резким видится мне этот переход. Вот вообще, когда смотрю на все это превью, вот именно этот момент меня смущает больше всего. Но сейчас, когда я смотрю на вот этот листочек, я понимаю, что он не совсем идентичен тому, что у меня получается именно в плане переходов. Мне кажется, он отличается, и поэтому как будет вот здесь на птице, тоже непонятно. Ну, дойдем, посмотрим. В крайнем случае можно сделать какой-нибудь переходный бленд между вот этим светлым оттенком в центре и более темным. Вышить какой-то кусочек блендом, я думаю, что это будет нетрудно. Вот. Ну, а в остальном все нравится, все идет хорошо. Итак, давайте подведем итоги за эту неделю. За эту неделю я вышила 5938 крестиков. Ну, лучше, чем предыдущие недели, но до 6000 не дотянула. Сейчас у меня 13 процессов в работе, один из них бисерный, и поэтому мы его исключаем из коллажа. В коллаже у меня 12 работ, и распределены они следующим образом. Категория «Хочу финиш». Здесь у нас живут имбирные снеговики, котенок от Елены Золотухиной и янтарные птицы, которые стремительно несутся к финишу, буквально уже вышли на финишную прямую. Вышивать там осталось 1313 крестиков. Категория «Не сбавляй темп» сейчас самая обширная, в ней целых 5 работ. Женская категория, но, правда, в последнее время она подразбавилась. И здесь у нас находится «Северная сказка» и «Гусина весна». Эти работы на этой неделе я не вышивала. «Баба-Яга от Паны» отлично продвинулась более чем на 2000 крестиков, и вышивать в ней еще 13,5 тысяч. Также здесь расположен венок от Dimensions, в нем еще 14 тысяч крестиков вышивать. И сюда же у нас попадают птицы от Евы Розенстенд. Здесь вышивать еще 14,5 тысяч крестиков. Так что здесь у нас такая вот разнообразная категория. И категория «Думай о великом». Там живут целых 4 работы, из которых на этой неделе ни одна не вышивалась. Это «Лонгдог», «Весна в Париже» от РТО, «Слон» от Анкор и «Новослобода. Летняя рапсодия». Вот такие вот сюжеты. Я предлагаю выбрать вам наиболее понравившийся, ну или по каким-то другим критериям выбрать работу, которую вы хотели бы, чтобы я продвинула на следующей неделе, проголосовать за нее в комментарии. Напишите, пожалуйста, как вам мой новый старт, интересен ли он вам. Мне тоже любопытно. Мне кажется, что такой дизайн, который не всем может быть интересен. Ну, я так подозреваю. А может быть всем, может быть я ошибаюсь. Поэтому напишите, пожалуйста. Я благодарю вас за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Можно поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления о выходе новых видео. Отдельная благодарность девочкам на Бусти за оказываемую поддержку. Ну и на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Всего самого доброго. Пока-пока.